сегодняшнем видео я первым делом хочу похвастаться своим боевым ранением. У меня на носу такой вот царапина небольшая, ну как царапина, можно сказать, чуть-чуть укус, потому что наш щенок, Рэм, который, в общем, неудачно поигралась я. Ну, он еще маленький, как бы сильно тоже на него в обиде не могу быть, потому что еще малыш. И вот такой вот у меня на носике такое несчастье. В общем, ничего, как говорится, возможно, заживет. В общем, еще также мы сегодня с Соней дома. У нас выходные вообще были тоже веселые, превеселые. Почему? Потому что у нас практически все заболели. Самые стойкие у нас сегодня, можно сказать, ушли в школу и на работу. Это муж и старшая дочка. Они все при делах, но тем не менее старшую дочку мы оставляли дома. И муж тоже был как бы дома. Ну, в общем, какая-то непонятная ходит такая болячка ужасная. У нас только у младшей была температура. Температура почти была под 39. Это ужасное было. Даже первые сутки мы практически совсем не могли ее ничем сбить. Ну, в общем, желаю никому не болеть и оставаться всем здоровыми. В общем, сейчас совсем не об этом. Так зашла далеко куда-то. В общем, сегодня я хочу поговорить о том, как я делаю настой для полива чесноком и янтарной кислотой. Почему я сегодня снимаю это видео? Потому что очень много, часто, мне буквально через день пишут все в комментариях, как все-таки, какие пропорции, как сделать настой. Ну, я просто не знаю, я очень много снимала уже видео об этом, о пропорциях, о рецептуре этого чесночного настоя. Но сегодня уже все-таки повторю специально. И да. В общем, я сегодня все-таки опять повторюсь 100-й раз, но ничего страшного. В общем, какие пропорции и от какого расчета, от чего отталкиваюсь я. На литр воды. Почему я беру литр? Потому что все наши кашпо, ну, берем те кашпо, которые покупные орхидеи находятся в кашпо, не в кашпо, господи, а в горшках, которые обычные, стандартные, они идут на литр воды. И, соответственно, если этот горшок, в котором находится наша орхидея, мы ставим в другое кашпо, ну, чуть-чуть больше, чуть диаметром, чем то, ну, чтобы помещалось друг с другом, получается, туда уходит литр водички. Берем с такого расчета, что, ну, грубо говоря, 1,5 литра. Берем 1,5 литра воды на один цветок. На эти 1,5 литра мы выдавливаем с вами 3 зубка чеснока. Это я беру с расчета того, что средний чесночок среднего диаметра, не вот такусенький там, может маленький, а может такой вот примерно где-то размерчика. Ну, обычно такой хороший средний чесночок, небольшой, не маленький, а я беру средненький. Это все дело мы с вами берем и выдавливаем, и, соответственно, настаиваем на протяжении всей ночи. Да. И такой настой, соответственно, настаиваем мы на протяжении всей ночи. Ну, можно для особого конкретного такого, ну, не знаю, эффекта, не эффекта, но запах будет хороший, если, допустим, продержится сутки. Это ваш настой. Также я орхидеи свои поливаю только тогда, когда, соответственно, она полностью просохла. И в горшке с грунтом у нас нет и капельки конденсата. Значит, я добавлю еще то, что орхидеи, также я, если, допустим, поливаю, ну, как я понимаю, лучше всего понравилось моим подписчикам, моим пользователям, моей аудитории, и, соответственно, тот рецепт с янтарной кислотой. Янтарную кислоту я добавляю всегда в конце, допустим, перед тем, как я собираюсь поливать, и когда уже, допустим, у меня настоялся мой чесночный настой, уже полностью настоян, и тогда я добавляю янтарную кислоту. Как уже говорила ранее, янтарная кислота у нас бывает двух видов: в таблетках и в порошке. Если она у нас в таблетках, естественно, мы покупаем ее в аптеке, то я ложу примерно где-то, ну, 1,5, где-то
таблеточки на один горшочек. Вот с таким расчетом мы и отталкиваемся с вами. Если в порошочке, то пол чайной ложечки. Пол чайной ложечки порошка янтарной кислоты. Янтарную кислоту в порошке можем купить в любом садоводческом магазине. Ну, конечно, может не везде она есть, но нужно спрашивать. Бывает иногда по просьбе привозят, и она потом, естественно, у вас есть. Что еще хочу добавить? Добавлю я то, что орхидейным таким орхидей поливаю Сонь. Ну, как всегда, у меня не получается нормально снять видео, потому что, вы видите, у меня есть помощники, которые мне стабильно помогают, да, Сонечка? И сбивают маму с толку. Ну, в общем, поздоровайся, да, уже. Ну, что ты, Маша? Что надо сказать? Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, да. Сонина тоже, как я уже говорила, тоже болела очень сильно. Сейчас еще мы отходим от болезни. У нее после температуры, которая у нас была ночью почти под 39, у нее сильно полопались сосудики там на глазике. Ну, в общем, может кто-то кто знает, с чем это может быть связано, с температурой или нет. Ну, в общем, ладно. Все-таки я о поливе с чесноком. Я хочу еще добавить то, что орхидеи также мы поливаем с вами только отстойной водой. Если она у вас идет из-под крана и у вас централизованное водоснабжение, то бишь такое водоснабжение бывает только в городах, соответственно, то такую воду желательно отстоять где-то 2 суток, потому что там сколько всяких дополнительных примесей, помимо хлора, что, боже мой, мама не горю называется. Это я сейчас сравниваю здесь, когда мы приехали, та вода, которая у нас идет со своя, нашей скважины, пробитая, это просто волшебная вода. А та, которая даже даже которая привозная, которая привозят, я не знаю, там с машины, покупаем мы водичку, покупали тоже, то совершенно тоже она совершенно отличается от той, которая у вас во дворе. Но дело в том, что всю воду, мне кажется, нужно все равно как-то отстоять. Но я, допустим, свою воду, ту, которая у меня из-под крана, я ее не отстаю, потому что у меня есть вариантик, да, Соня, конфетка, хорошо. Да, Соня угостила конфеткой, да? В общем, что хочу сказать, то, что обязательно при любых условиях ваша вода должна быть отстойная. И кипятить ее ни в коем случае нельзя. Почему? Потому что мы с вами понимаем, что кипяченая вода, это мертвая вода, в ней совершенно нет ничего. Ни полезного, ни вредного, ничего. В общем, это то, что я хотела к вам донести. Для тех, кто не хочет досмотреть до конца видео о изменениях с орхидеями, о поливе с орхидеями, с чесноком. И вот приходится такие вот, снимать такие видео конкретные для вас. Но сегодня я свои орхидеи не поливаю, потому что мне еще не время поливать, так как у нас с вами сейчас, соответственно, во всех регионах у нас Украины, России, Казахстана, ну, Белоруссии у нас зима, соответственно, полив мы сокращаем. Почему? Потому что не так быстро у нас все высыхает, субстрат просыхает. Также еще хочу добавить то, что поливаем орхидеи мы при любом наличии какого-то либо удобрения, только те орхидеи, которые у вас здоровые, которые у вас без всяких поражений, всяких там, не знаю, когда вы прекрасно понимаете, что ваша орхидея здоровая, не нуждается ни в чем. Это не только касается чесночного настоя, также касается как любого обычного удобрения. Почему? Потому что орхидея иногда идет, и орхидея это идет иногда не в пользу, а во вред. В общем, я, как говорится, не останавливаюсь на чесночном своем таком вот деле. Почему? Потому что все равно убеждаюсь в 900 раз. И у меня были сомнения, да, вы правы, мне много пишут в комментариях, что я сама не могу поделиться, что для меня лучше. Но на сегодняшний день, повторяюсь, уже на протяжении 2,5 лет я поделилась в этом. Прекрасно понимаю, что лучше, чем чесночная вода для цветов, у меня как бы нету варианта. Почему? Потому что
этот чесночный полив с янтарной кислотой подходит для всех цветов, независимо от этого, орхидея это или обычный комнатный цветочек. В общем, я никого не заставляю поливать, выбирайте сами для себя. И у меня даже встречались подписчики, которые никогда ничего не поливают свои орхидеи, а просто поливают цветы газированной водой. Вот, так что у каждого есть свой путь, у каждого есть свой выбор, у каждого есть своя сторона, свои медали, как говорится. Но тем не менее, экспериментировать никогда не запрещено. И я считаю, что можно одну орхидею полить каким-то одним способом, другую орхидею полить каким-то вторым, а третью, естественно, каким-то третьим. Из всевозможных вариантов. Я даже когда-то видела видео о том, как поливают орхидеи перекисью водорода. Ну, вот как бы и все. Ну, я считаю, что менее безопаснее полить их газировкой. Но все-таки как-никак там присутствуют какие-то микро-макроэлементы, которые, ну, как бы написано на бутылочке, что все там есть и кальций, и фтора, и флор. Ну, в общем, не знаю. Можно, кстати, попробовать и, соответственно, показать результаты. Ну, если, конечно, они, надеюсь, будут. Ну, в общем, опять же таки, скажу то, что любой цветок, живущий в вашем доме, в вашей квартире, на вашем окошке, он живет так, как даете жить ему вы. Если, допустим, вы орхидею свою просто оставите без субстрата, вы ее там выращиваете, она у вас растет просто в воде, и она растет. Это уже видите, как и приспосабливается цветы, приспосабливаются растения ко всему, чему мы с вами их приспосабливаем. И я считаю, что эксперименты, все-таки эксперименты, это очень интересные вещи. И, мне кажется, без них было бы намного скучнее, как бы. Да, и вот поэтому много сейчас повстречаешь всяких возможных интересных видео. Тем не менее, да, на первый взгляд не пугающие это видео. Но в конце концов понимаю, что это же эксперимент, и в какой-то мере растение как-то живет. Ну и вот как бы я всем желаю экспериментировать и не останавливаться на достигнутом. И открывать все возможные варианты. В общем, на сегодня, наверное, пока все. Как всегда, желаю всем бурного цветения, здоровых корней и крепких листьев. Спасибо огромное, что смотрите. Спасибо огромное, что подписываетесь. Я очень дорожу каждым подписчиком. И очень сильно иногда бывает, когда смотришь на статистику и смотришь на подписчики, которые прибыли, и подписались, и которые отписались, и те, которые отписываются, очень это как бы чуть-чуть как-то, ну, может быть, обидно, может просто, не знаю, как-то затрагивает твое самолюбие. Но, тем не менее, не то, что самолюбие, но чуть-чуть как-то обидненько. Ну, я скажу спасибо всем тем, кто у меня есть. Спасибо всем моим тем, которые со мной уже долгие мои долгие, кстати, очень долгие годы. Не то, что долгие, но лет уже 4 года, наверное, где-то так. 4 годика, как я, можно сказать, активно живу и работаю на YouTube. Ну, грубо говоря, где-то, да, 4 года. На декабре будет 4 года в этом году. И я очень рада, что вы у меня есть. И очень рада, что я могу хоть чем-то быть для вас полезной. Ну, в общем, все. Я вас всех люблю и всем пока.